Привет, это майор в отставке. Все вы наверняка слышали о таком понятии, как оперативная разработка. Объект разработки, разрабатываемый и тому подобное. Но что это такое на самом деле? Что скрывается за этими терминами? Какие основания для начала разработки? Какие у нее цели и методы? И, разумеется, какие последствия для того, в отношении кого ее проводят? Как понять, что вы стали объектом разработки и какие могут быть последствия для вас из-за этого? Вот об этом мы сегодня и поговорим. Напомню, если вы вдруг забыли или если не знали, а потом еще и забыли, меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник, майор полиции в отставке из России. И, разумеется, все то, о чем я только что сказал, я прекрасно знаю изнутри, поскольку много лет сам работал внутри этой системы. Обязательно досмотрите этот ролик до конца, поставьте лайк к нему, поделитесь им, так вы поможете мне и моему каналу. И если вы до сих пор еще не подписались на этот канал, то сейчас самое время это исправить и подписаться. Итак, погнали. Итак, оперативная разработка – это комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных в обычных, в нормальных условиях на выявление фактов преступной деятельности преступника и привлечение его к уголовной ответственности. Но это по закону и в нормальных условиях, в условиях нормального государства. В реальности же в России власть настолько изуродовала правоохранительную систему, что оперативная разработка стала одним из инструментов репрессий. В отличие от процессуальных действий, которые проводятся в рамках уголовных дел или материалов проверок, оперативная разработка состоит из комплекса негласных секретных мероприятий, материалы которых не приобщаются к материалам уголовных дел, за исключением отдельных случаев, когда их рассекречивают. Проводится разработка в рамках дел оперативного учета. Их существует несколько категорий. Все они имеют гриф «минимум секретно». Без наличия такого дела проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении объекта просто невозможно. В том числе из-за того, что полученные в ходе этих мероприятий сведения и данные должны быть куда-то приобщены, то есть подшиты, поскольку они также носят гриф «секретно». Два основных дела оперучета – это ДПОП и ОД. Первое – это дело предварительной оперативной проверки. В рамках него можно проводить не все оперативно-розыскные мероприятия. Например, скрытое наблюдение с использованием ОПБ, наружки, проводить нельзя. Этот вид дела легко переводится в другой вид, уже ОД, то есть в оперативное дело, в рамках которого проводится уже полный арсенал ОРМ, то есть оперативно-розыскных мероприятий. Наличие оперативного дела означает, что в глазах системы фигурант уже точно причастен к преступной деятельности, или к так называемой преступной деятельности. Для того, чтобы инициировать разработку в отношении объекта, необходимы основания. Основания следующие, они довольно-таки простые и примитивные. Это информация о том, что фигурант занимается преступной деятельностью. Здесь я немного расшифрую. То есть это наличие информации о совершенном, совершаемом или подготавливаемом фигурантом преступлении. И доказать его причастность гласным путем не представляется возможным. Что это значит на практике? Простыми словами, когда в нормальных условиях как это происходит. Когда, например, условный Вася Пупкин постоянно сбывает, то есть продает, например, дорогие телефоны через каких-нибудь барыг, рассказывает друзьям, что вынес какой-нибудь неизвестный офис, или, например, Вася поделился с другом, что по телефону развел пару бабулек на несколько тысяч рублей. Конкретики нет, оснований для возбуждения уголовного дела пока тоже недостаточно, поскольку конкретики, как я уже сказал, никакой. Но в целом информация дает однозначную картину, что Вася Пупкин занимается преступной деятельностью. Что-нибудь подобное где-нибудь, когда-нибудь с кем-нибудь уже происходило. Вот это и является основанием для инициации в отношении него разработки с целью документирования его преступной деятельности, сбора информации, сбора доказательств и привлечения его к ответственности. Это классический пример в правовом и нерепрессивном государстве. Как вы понимаете, сейчас основания для проведения разработки, особенно в отношении оппозиционных политиков, активистов, журналистов и всех тех, кто выступает против власти, против путинской войны, высасывают из пальца основания эти. Для того, чтобы в отношении вас начали проводить разработку, достаточно просто того, что вы высказываетесь, например, против власти и оказываете хоть какое-либо минимальное влияние на окружающих, на общество, формируете мнение. Любого из неугодных властям теперь могут просто обвинить в так называемом экстремизме, в кавычках. И вперед, понеслась. Откуда такая информация может быть получена? То есть, что является первым толчком к тому, чтобы в отношении вас завели, я не оговорился, именно завели, а не возбудили оперативное, например, дело?
Здесь источники данной информации практически ничем не ограничиваются. Дать силовикам повод подозревать, что вы занимаетесь преступной деятельностью, может что угодно. Разлет и возможности для этого могут быть весьма огромными. Поле для деятельности огромное. Также начиная от публикаций, например, в сети или в СМИ и заканчивая агентурными сообщениями. В основном, конечно, дела заводятся на основании агентурных сообщений. Это в нормальных условиях, то есть когда речь идет о привлечении к ответственности настоящих преступников, например, грабителей, разбойников, воров, мошенников. Поступает именно оперативная информация от источников, агентов, осведомителей о том, что такой-то человек, например, занимается преступной деятельностью. Далее на основании агентурных сообщений уже заводится, например, оперативное дело, и все, в отношении его фигуранта можно проводить любые виды оперативно-розыскных мероприятий, то есть ОРМ. От опроса до прослушки, наружки, ну и прочего. Но есть нюанс. Дело не может быть заведено по нетяжким преступлениям. Определенные виды ОРМ требуют окраски только по тяжким или особо тяжким статьям. Кстати, экстремизм, в кавычках, и фейки об армии именно к таким статьям и относятся. Главная цель разработки, как я уже сказал, это привлечение преступника к уголовной ответственности. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Для этого, разумеется, проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательной базы, связей и прочего, что будет иметь значение как для возбуждения уголовного дела, так и для дальнейшего направления его уже в суд с последующим обвинительным приговором. То есть вокруг основной цели, как спутники, крутятся другие второстепенные, назовем их так, цели. Итак, сбор доказательств и выявление конкретных фактов преступной деятельности. Здесь могут быть как уже совершенные ранее фигурантом преступления, так и планируемые. Что может составлять эту доказательную базу? Да практически все, что послужит доказательством уже в уголовном деле. В классической разработке в нормальных условиях это могут быть, например, места хранения, сбыта похищенного, аудиозаписи телефонных разговоров, в которых указаны детали совершения преступления или другая информация, указывающая на причастность фигуранта к определенному преступлению. Все ясно. Героин, марихуана, крэк. Ну и, разумеется, часто самым мощным и непосредственным доказательством служит задержание преступника непосредственно в момент совершения им преступления, что называется на горячем. Когда фигурант идет на совершение преступления, совершает его и тут же оказывается задержанным с поличным, с похищенным, например, или с орудием совершения преступления. Телефон, ноутбук, через который он, например, взломал банковские приложения и похитил деньги. Мы, работники МУРа, только что на ваших глазах задержали известного рецидивиста-карманника. Значит, свидетелей, потерпевшую, прошу пройти за нами в отделение милиции. Разумеется, цели разработки по политически мотивированным делам, на мой взгляд, это устранение неугодного властям политически активного человека. Устранение путем его посадки в тюрьму или, как, например, с Алексеем Навальным или Борисом Немцовым, путем его убийства. Потом я выскажу свое мнение о том, как это все работает уже по политически мотивированным преследованиям, на мой взгляд. Так что никуда не переключайтесь. Ну, а теперь давайте поговорим о методах оперативной разработки. Итак, методы. Представьте, есть оперативное дело, есть фигурант, который по нему проходит, и, разумеется, есть опер, в производстве у которого находится это дело. Так что же делает опер для того, чтобы достичь цели своей разработки? У каждого опера есть агентура, поэтому первым делом он ориентирует ее на получение информации об объекте своей разработки. По возможности идеально внедрить к объекту в окружение свою агентуру или же завербовать кого-то из его окружения. Тогда агентура уже будет напрямую, непосредственно передавать всю ценную информацию инициатору. На практике это, разумеется, не всегда получается. Далее, это организация прослушки средств связи, контроль интернета через провайдера, биллинг, в общем, куча заданий в службе специальных технических мероприятий. Сразу вспоминаем СОРМ. Да, именно так, вас будут слушать, читать, фиксировать каждый ваш шаг. Кстати, о том, как работает прослушка и кто этим занимается, у меня есть вот это видео, вот оно. Ссылка есть в описании. Как вы уже знаете, для проведения прослушки, например, нужна санкция суда.
В идеале суд должен рассмотреть материалы, собранные в рамках дела оперативного учета, и разрешить или запретить, например, проведение прослушки. Ну, по секрету скажу вам, что ни один судья, когда подписывает постановление на проведение, например, прослушки, разумеется, не читает материалы дела. Он даже постановление сам не пишет. На подпись ему уже привозят готовые постановления. Одно, например, за подписью руководителя органов внутренних дел, а другое уже от имени самого судьи, на котором тот тупо ставит свою подпись. Максимум, что делает судья, просто читает оба данных постановления внимательно, не требуя предоставить сами материалы, послужившие основанием для вынесения санкций. Далее это сбор различных данных по месту жительства под прикрытием, ну а также наружное наблюдение, чтобы зафиксировать связи фигуранта, его распорядок дня, место работы и прочее, что может дать визуальный контроль и слежка. Ну а если повезет, то можно сразу и на горячем, как говорится, взять. Для этого дают задание в службу наружного наблюдения, которое называется ОПБ. Вот, кстати, видео про то, как работает наружное наблюдение. Ссылка есть в описании. Также, в зависимости от окраски и необходимости, собираются данные через банки о имеющихся счетах и транзакциях. Могут провести ряд других негласных мероприятий, включая, например, оперативный досмотр и установку НАС НВД, то есть негласную аудио-видеозапись как по месту работы фигуранта, так и по месту его жительства. Об этом, кстати, тоже у меня было видео, вот оно, ссылка также есть в описании. Иногда фигуранты разработки могут опросить прямо, например, в отделе, но тут важно, скрывает цель этого опроса – устроить так называемый разведопрос. Для этого его могут вызвать под благовидным предлогом, если обстоятельства позволяют это сделать без ущерба для разработки и не дав понять ему истинную цель этого опроса. Для этого нужен повод, и не всегда такое возможно. Ну, например, скажем, фигурант ранее обращался в полицию по поводу кражи, которая не раскрыта, и его могут вызвать под предлогом опознать какую-нибудь, например, вещь. А в это время позадавать ему с виду безобидные вопросы. Ну а теперь давайте посмотрим, как эти методы работают в России сегодня. Не против преступников, а по политически мотивированным делам. Если все это проецировать на ту работу, которую власти сейчас ведут по борьбе с инакомыслящими и на преследованием по политическим мотивам, то здесь цели и методы, на мой взгляд, абсолютно идентичные, с разницей лишь в том, что реальными преступниками фигуранты таких оперативных дел не являются. А зеленый свет в данном случае дан на все. Ну, например, как вижу это я. Основанием для заведения в отношении преследуемого лица по политическим мотивам дела может быть абсолютно что угодно. Наверняка основным основанием, которое является как красная тряпка для быка, тут является какая-либо публичная деятельность с критикой властей, войны, включая посты и лайки в интернете. И здесь я вижу два варианта того, как условный капитан Пронин, например, из Центра или из ФСБ, оформляет информацию о преступной в кавычках деятельности фигуранта. Капитан Пронин сыщик, а знают даже дети. Первый вариант. Он оформляет это рапортом, в котором пишет, что в ходе просмотра, например, соцсетей фигуранта была обнаружена причастность к преступной, к экстремистской деятельности. Второй вариант. Он пишет шкурку, то есть агентурное сообщение, записку якобы от агента или осведомителя, что такой-то, такой-то причастен к экстремистской деятельности. Облигация или облигация? Облигация. Че? И какая облигация? Я маленькая облигация. Да ты что, с ума сошла, что ли? Причем сам агент, от которого такая шкурка написана, вероятно, может вообще не знать, что он сообщал об этом. Ну, а далее уже на основании такой, в кавычках, информации капитан Пронин, условный, заводит дело оперативного учета и выставляет окраску «экстремизм». Такая окраска дает максимум возможностей для проведения ОРМ. Далее он начинает активно заниматься разработкой этого человека. Очередной политический заключенный наполовину готов. Почему готов и почему только наполовину, потом объясню. Как понять, что вы стали жертвой оперативной разработки? Ну ладно, пускай не жертвой, а пока только фигурантом. Итак, если у вас нет человека в органах, который предупредил бы вас об этом, то тут все немного сложно и требует максимальной внимательности. Единственный и одновременно сложный способ это определить – это заметить наружное наблюдение. Прослушку, контроль интернета, биллинг и прочее вы точно определить самостоятельно не сможете. Поэтому остается только наружка. Наружное, то есть скрытое наблюдение по приказам проводится только в рамках дела оперативного учета, в рамках оперативного дела и только с окраской по тяжким или особо тяжким преступлениям, статьям. Никто не будет устанавливать за вами наружное наблюдение без наличия оперативного дела. Это прямо запрещено.
Поэтому, если вы увидели за собой слежку, и это не паранойя, а это подтверждается объективными данными, то 100% вы стали фигурантом оперативной разработки. А значит, в отношении вас заведено дело оперативного учета. Но это значит, что в ближайшем будущем вы станете фигурантом уже уголовного дела и с огромной вероятностью будете помещены под арест, ну а потом осуждены. И я не преувеличиваю. Почему? Скоро объясню. И никакими справками, никакими запросами, ни напрямую, ни через адвоката вы не получите информации о том, что на вас заведено дело оперативного учета. Это секретная информация. Никто такую информацию, в отличие, например, от справки о наличии судимости, вам выдавать не будет. Итак, почему я сказал, что очередной политический заключенный наполовину готов, если он находится в разработке, и почему вероятность стать таким заключенным равна 100%? Дело в том, что заведенное оперативное дело означает, что система уже вцепилась в вас, то есть вы в ее глазах не просто человек, которого нужно проверить на причастность к так называемой преступной деятельности. Вы уже тот, кто в глазах системы причастен к преступной деятельности, то есть потенциальный осужденный, и инициатор будет делать все возможное, чтобы вы были привлечены к уголовной ответственности. Если кирпич вор, он должен сидеть в тюрьме. И людей не беспокоит, каким способом я туда его упрячу. Дело в том, что оперативные дела никогда не прекращаются за отсутствием подтверждения информации. Во-первых, потому что заводятся они только при наличии 100% подтвержденной информации. Если такое дело прекращается, то инициатор несет ответственность вплоть до уголовной за незаконное заведение дела и незаконно проведенные мероприятия. Там минимум увольнения. Поэтому каждое оперативное дело должно быть реализовано. Иначе, если бы инициатор не был уверен, что вы станете в будущем фигурантом уже уголовного дела, то он бы не стал заводить на вас оперативное дело. Именно поэтому, на мой взгляд, мы часто слышим из новостей о том, что сотрудники ФСБ или МВД Центра фабрикуют дела и занимаются провокациями в отношении активистов, например. С большой долей вероятности, когда такое происходит, то это означает, что поступило, например, указание во что бы то ни стало завести в отношении человека оперативное дело, чтобы избавиться от него. Но когда что-то идет не так и для его реализации недостаточно оснований, то в ход, вероятно, идут уже провокации со стороны гестаповцев из ФСБ или Центра Э. Это прекрасно видно на примере уголовного дела в отношении Валерии Зотовой из Ярославля. Уголовное дело, в отношении которой было полностью основано на провокации со стороны ФСБ. Есть, разумеется, много других примеров и других подобных дел. Я знаю, о чем говорю. Когда я еще был в России, то мне стало известно, что в отношении меня, то есть на меня, заведено как минимум 2 дела оперучета. Одно было заведено в полиции бывшими коллегами, а другое в ФСБ. Я даже знал, кто там был его инициатором. Горе-ФСБшник. Как говорится, никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Оперативная разработка в современной России, когда речь идет об активистах, журналистах или политиках, это не инструмент борьбы с преступностью, а инструмент ликвидации неугодных. Это конвейер фабрикации дел. Если вы оказались фигурантом оперативного дела, то считайте, что система уже решила вашу судьбу. Решайте сами, что с этим делать, пока еще не поздно. У меня на этом все. Делитесь вашими мыслями и вопросами в комментариях под этим видео. Для получения оперативной информации не забывайте также подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании. Информация там обновляется каждый день, и там вы найдете много чего интересного и полезного. Если у вас есть важная или интересная информация, в том числе о коррупции руководства силовых органов России, можете поделиться ей со мной. Я постараюсь ее опубликовать. Как это сделать безопасно, вы сможете узнать в моем телеграм-канале. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.